В зале старинного особняка на окраине Женевы мерцали хрустальные люстры. Их свет отражался в бокалах, золотых тарелках и зеркалах. Звучал оркестр, пахло шампанским и дорогими духами. Среди элегантных гостей стояла женщина по имени София, чувствуя себя чужой в этом блестящем мире. Платье, которое она надела, подарил ей муж, бизнесмен Оливер, обещавший встретить ее у входа. Но прошло почти 1,5 часа, а он все не появлялся. София стояла у стены, наблюдая, как люди смеются и танцуют, и пыталась не показывать неловкости. Когда к ней подошла строгая женщина в черном костюме с планшетом в руках, София не поняла, что происходит. Та резко велела ей идти на кухню помогать с посудой, перепутав ее с персоналом. София пыталась объяснить, что она приглашенная гостья, но слова пропали в гуле музыки. Несколько людей обернулись, кто-то усмехнулся. Чтобы не вызвать сцену, она подчинилась. На кухне было шумно, пахло моющим средством и жареным мясом. Работники спешили между плитами, кто-то ругался, кто-то пел. Софии выдали фартук и резиновые перчатки. Горячая вода жгла руки, золотые тарелки скользили в мыльной пене. За дверью все еще звучала музыка, но теперь она казалась далекой и жестокой. Прошло больше часа. Руки покраснели, плечи болели, а сердце ныло от унижения. В какой-то момент София услышала за дверью фамилию мужа. Он, наконец, приехал. Попытка выйти в зал закончилась окриком той же женщины, которая вновь пригрозила выгнать ее без оплаты. Тогда София сняла фартук и, сдерживая дрожь, вышла в зал. Музыка стихла, когда она пересекла порог. Гости повернули головы. Среди них стоял Оливер, недавно прибывший и окруженный инвесторами. Он сразу заметил жену, усталую, с мокрыми от воды руками и смятыми волосами. Его взгляд изменился, в нем мелькнули гнев и боль. Когда управляющая с планшетом подбежала, требуя, чтобы София вернулась на кухню, в зале воцарилась тишина. Оливер спокойно представился владельцем этого отеля и объявил, что перед ним не сотрудница, а его жена. Гости опустили глаза, несколько официантов замерли. Он сказал, что никто не имеет права унижать человека из-за внешности или одежды, и на следующий день весь обслуживающий персонал будет заменен. Позже, в небольшом зимнем саду за особняком, София наконец смогла перевести дыхание. Она призналась, что просто не хотела конфликта и решила смириться, чтобы не портить вечер. Оливер слушал, сдерживая злость, и сказал, что не позволит никому обращаться с ней без уважения. В тот вечер они поняли, что деньги и статус ничего не стоят без человеческого достоинства. А унижение, пережитое Софией, стало не позором, а доказательством силы и чести. Когда они уезжали, снег медленно ложился на дорогу. Свет от машины отражался в витринах особняка, где все еще догорали свечи. Бал закончился, но именно эта ночь навсегда изменила их обоих, превратив боль в уверенность и молчаливую гордость.